Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео подготовила для вас несколько простых и вкусных рецептов блинчиков, которые мы будем готовить без белой муки и без сахара, то есть они у нас подходят для правильного питания и похудения. В общем, будет вкусно и интересно, поэтому обязательно оставайтесь со мной. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить випуск нових відео. Ну а також, мої глядачі з України, обов'язково підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. Ну а також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, якщо бажаєте побачити ще більш цікавих та корисних рецептів. Первый рецепт блинов у нас универсальный, это классические блины, одно яйцо, немного подсластителя, у меня это 2 столовые ложки ретрита, щепотка соли, перемешиваем венчиком и далее добавляем 150 мл молока и еще 100 мл воды комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем и добавляем сухие ингредиенты, у меня это 160 грамм муки из твердых сортов пшеницы. Также я пробовала смешивать пополам такую муку и рисовую, тоже было неплохо, поэтому можете использовать на свой вкус. В конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла, перемешиваем, и вот у меня тесто в этот раз получилось каким-то сильно густым, поэтому я добавила еще примерно 50 мл воды, хотя в прошлый раз, когда готовила по этому рецепту, все было нормально. Обжариваем блины самым обычным способом на сковороде, слегка смазанной маслом, если без масла на ней готовить не получается. В результате у меня получилось 7 вот таких тонких блинчиков. Но, допустим, есть такие блины без начинки, не самая лучшая идея, так как они довольно калорийные, ну а 2-3 блинами вы не наедитесь, поэтому я предпочитаю добавить в них начинку и просто тогда съесть, например, 2 блинчика. Для начинки я отварила мак, небольшое количество, варила его 1,5 часа, после чего в измельчителе я его измельчила вместе с подсластителем. Также беру 100 грамм нежирного творога 5% жирности и 100 грамм натурального йогурта. К ним добавляю подсластитель и мак, перетертый с подсластителем. Хорошенько перемешиваю, и вот такой творожный крем у меня получился. Можно использовать только творог, он тогда будет более густой, но мне больше нравится в таком кремовидном состоянии. Смазываю блинчик и выкладываю немного размороженной вишни. И теперь заворачиваем это все в рулетик. Это одна из моих самых любимых начинок для блинов. Мне на вкус они очень напоминают вареники с вишней, только, понятно, готовятся они в миллион раз проще. Как я уже сказала, достаточно съесть 2 таких блинчика, при этом это будет не какой-то супер калорийный прием пищи. У нас тут будет еще дополнительный белок за счет творога и клетчатка за счет фруктов. В общем, в результате получилась вот такая вкуснятина. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты по калорийности и по длительности меню. А также есть рационы, в которые включено большое количество вкусных и разнообразных рецептов. И наоборот, есть те, которые специально созданы для людей, у которых нет времени на готовку, где все приемы пищи максимально простые и вам не придется ничего долго готовить. В общем, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Но мы переходим к следующему рецепту, тоже не менее вкусному. Я взяла одно яйцо и к нему добавила немножко соли, буквально чуть-чуть, и немного подсластителя, просто для вкуса. Также сюда добавила 50 мл молока и 150 мл воды комнатной температуры. Также нам понадобится 75 грамм твердого сыра, берите любой на ваш вкус, который вам больше нравится, и натираем его на мелкой терке. Также возьмем немного зелени, у меня это зеленый лук, вместо него можно использовать укроп, тоже отлично подойдет. Мелко нарезаем и добавляем к остальным ингредиентам. Ну а теперь перемешиваем массу, после чего добавляем муку. Я добавила 75 грамм муки из твердых сортов пшеницы и пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем массу, если получается слишком густой, можно добавить немного воды. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла, либо же смазываем кисточкой и обжариваем блинчики. Они не будут слишком тонкие, как классические блины, так как все-таки они с начинкой уже внутри, поэтому они такие больше получаются как лепешки. Но от этого они не становятся менее вкусными. Со всего количества теста у меня получилось 4 вот таких вот блинчика с сыром и зеленью. Ну и как вы понимаете, пахнут они очень вкусно.
Всем советую попробовать этот рецепт, они отлично сочетаются со сметаной, либо же чесночным соусом. Ну а напоследок приготовим, пожалуй, самый вкусный рецепт блинов, который я пробовала в последнее время. Для него возьмем одно яйцо и добавляем 2 столовые ложки подсластителя, у меня это эритрит. 120 мл молока и хорошенько перемешиваем. По вкусу также можно добавить немного ванилина. 50 грамм муки, у меня это рисовая, и 2 чайные ложки какао. Какао, который идет у нас без сахара в составе. А также 1/3 чайной ложки разрыхлителя. Хорошенько перемешиваем массу до однородности. Ну а теперь обжариваем блинчики. Со всего количества теста у меня получилось 5 штук таких тонких шоколадных блинчиков. Но это еще не все. Сама суть этого рецепта как раз в том, что мы будем начинять их очень вкусной творожно-кокосовой начинкой. Для нее взяла 100 грамм творога 5% жирности, 100 грамм йогурта, также добавила немного подсластителя и 30 грамм кокосовой стружки. Ну а теперь хорошенько перемешиваем их между собой. Вот такой крем у нас получился. И теперь сворачиваем блинчики вот таким вот образом. Сначала складываем пополам, выкладываем немного крема и закручиваем блинчик в рулетик. Я уже показывала этот рецепт в инстаграме где-то месяц назад. За это время пару раз его готовила, действительно очень вкусно получается. Также я взяла немного черного шоколада, сейчас растоплю его вот таким вот простым способом. Просто положила его в рукав кондитерский и заливаю кипятком на пару минут. Шоколад используйте черный, либо же тот, который идет без сахара в составе. Ну и покрываем блинчики растопленным шоколадом. Думаю, вы сами догадываетесь, насколько они получаются вкусные. Очень напоминают десерт Баунти. Так что, если вы любитель сладенького, то советую приготовить именно этот полезный десертик. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то обязательно ставьте лайки внизу под этим видео и не забывайте подписаться на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. Ну и также не забывайте нажать на колокольчик. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.